Сегодня прям по-настоящему пляжный день у нас. Юра надул корабль. И мы чухаем на пляж. Тут вон любимая кафешка. Пиццерия, кафе. Там нам в прошлом году вкусную пиццу делали. У них этот базилик прям во дворе. Или орегано. Базилик или орегано у них прям во дворе растет там. Он его сразу прям в пиццу. Ну что, выбираем место, где будем пляжиться. Ты знаешь, здесь вот по правую сторону от этой дорожки это детский пляж, вон там, их тут много, они по голове прыгают. И вот горка еще. Я предлагаю туда, за горку еще левее уйти. Потому что здесь вот песочная часть. И дети, их тут много. Тут горка. А я люблю уйти куда-нибудь, где поменьше детёв. Там поспокойнее, они по голове не бегают. Куда-нибудь туда чуть-чуть левее. Ну, вот горка. Горка за отдельную плату. Я не помню, сколько она стоит, но там что-то за каждый съезд плати. Она не входит в стоимость пляжа. Так. Ну, вот тут уже хорошо. В этих местах. Можно так, чтобы рядышком тенечек был. Вон раздевалка, тенечек. Раздевалка, тенечек. Я вот люблю... Ну да, можно тут, кстати. Тут спасатели. Тут тенечка нету. Это тенечек хочешь? А чтобы... Солнце или тенечек хочешь? Иногда тенечек, иногда солнце. И то, и другое надо. Ну, можно вот здесь вот за ними. Тут рядом все. Тут все рядом. Сейчас буду петь хвалебную оду озеру Балатон и пляжу Лида в городе Ванерц Вашлет. Сравниваю этот пляж с Италией. Только что вернулись из Италии. Там были на пляже. И, ну, там, конечно, море, да. А здесь озеро. Но, смотрите, здесь тоже пляжи платные, но стоит это 1600 форинтов на целый день. Это примерно 4 евро. И пляж в Италии, да, около 30-ки стоит 2 лежака с зонтиком. И при этом ты не можешь с собой приносить свои лежаки, ты не можешь приносить свои зонтики, никаких палаток, ничего. То есть там все строго, там весь пляж разграничен, весь пляж уставлен так, что там даже, в общем, ты не лечь нигде между лежаками, да. И, в общем-то, стоят знаки запрета. По крайней мере, там, где мы были, в Линьяну, там было так. То есть там нигде нельзя было самостоятельно где-то ложиться. Здесь, смотрите, полнейшая демократия в этом плане. 4 евро, и здесь газон. Мне очень нравится, что здесь травка. Песок не летит в лицо, когда люди проходят мимо, ничего не летит. Чистенько, аккуратно, за пляжем очень хорошо ухаживают. Вот. И здесь абсолютная демократия. То есть каждый со своими какими-то палатками, каждый со своими какими-то зонтиками, кому что удобно. Вот. И ложатся где хотят. Здесь много деревьев, ивы и другие деревья, которые подстригают так, чтобы они были удобны. То есть они все ухожены, эти деревья. И они все такие вот выстрижены ровненько снизу, для того, чтобы они не свисали на голову людям. Смотрите, 4 евро вход. И вот такая демократия, каждый со своими, значит, палатками. И что входит в эту стоимость? Здесь есть туалеты, душевые, здесь есть переодевалки. Много очень для детей всего. Просто вот, ну, всякие какие-то кораблики на воде, там вот эти вот качели, лазальки, прыгалки, чего только нету, батуты есть.
И есть еще платные услуги, например, горка для детей. Это за отдельную плату. Там батуты, которые такие уже серьезные батуты, вот эти прыгающие, там тоже за отдельную плату. Из бесплатного, что здесь? Из бесплатного, например, в конце пляжа спортивные тренажерки, да, ну, здесь тренажерные эти, как их называют-то? Господи, из головы вылетело. Ну, в общем, вы поняли, да, на чем тренироваться. Это стоят прямо на улице, хочешь, иди тренируйся. И здесь очень много кафешек, в которых можно покушать. И мини-магазинчиков. То есть они находятся внутри пляжа, далеко идти не нужно. Их огромный выбор. Вот как бы вот сидишь и просто выбираешь, какой в этот раз ты пойдешь кушать. Выбор еды там тоже, ну, везде практически одинаковый. У них вот есть определенный ассортимент блюд, которые везде продаются. Ну, плюс-минус немножечко разница есть. Но голодным тут точно не останешься. Сюда, если приходишь, можно приходить на целый день. Есть что поесть. Кроме того, тут много очень таких мини-магазинчиков, мимо которых я гуляла. Если пришел без купальника, это вообще не проблема. Здесь все можно купить. Круги продаются для детей, игрушки. Ну, все продается. Короче, сюда можно просто приехать. Поставил машину. Кстати, парковка для машин бесплатная. Вообще, это шикарно. Вот, поставил машину и пошел на пляж. Все. Здесь есть все, абсолютно все для того, чтобы здесь отдыхать. Значит, пол пляжа песочные, пол пляжа травка. Ну, то есть как песочные, я имею в виду сама кромка воды, да, половина там песочная, половина такая каменная и спуск лесенкой в воду. И это очень удобно, потому что те, кто любит песочек, там он специально насыпанный, такой меленький, хороший, там детки играют, а те, кто не любит песочек, те лежат на травке. Вот, я люблю сторону, где трава, потому что здесь меньше детей, здесь потише, поспокойнее, никто на голову не бегает, по голове не бегает. Можно спокойно отдохнуть. Вот. А с детьми там практически пол пляжа, это такой детский мир практически. И там, ну, очень удобно, у них там и много тенька под деревьями. Вот. Кто хочет, на травке лежит, а прямо у берега есть песок. То есть кто хочет, тогда там в песочке копается. Очень удобно, все сделано, продумано. Вот. Балатон, он теплый. Но вот сейчас были дождливые дни, был сильный ветер, перемешал Балатон. Вода где-то, как в финском бассейне, это примерно, не знаю, 22 градуса. Но мне кажется, даже к вечеру стал он потеплее. Мне кажется, он нагрелся за один день сегодня. Первый день было сейчас 28, и он прогрелся очень сильно. Вот. А так, ну да, немножко иногда он становится холодным, потому что ветер бывает, температура опускалась тут. Ну как опускалась? Днем было, допустим, температура воздуха 22 градуса, там ветер был такой сильный какой-то, штормовой прямо, и волны поднимались, перемешали воду. Ну вот, да, сегодня 28, и все, сразу опять тепло, но народ весь в воде сидит. Вот, сейчас пройдусь по пляжу, покажу вам, как он выглядит. Вот. Надо сказать, что мне он нравится больше, чем пляжи в Италии. Я не была в других городах, я была именно в Линьяно вот сейчас, и мне не понравилось то, что, во-первых, очень дорого на пляж ходить получается. Ты каждый день платишь за эти лежаки, самостоятельно никак нельзя ложиться, да. Получается, ну, посещение пляжа получается достаточно дорогое. Вот, и там как-то поменьше выбор был кафешек, где можно покушать. А здесь же выбор очень большой. Вот, я сейчас покажу, как мы лежим. Привет. Ты только что искупался? Угу. Классно. Тебе хорошо? Угу. Ого. Правда же водичка теплее стала? Наверное. Или такая же, как была днем? Ну, наверное, теплее, если целый день было солнце. Мне кажется, она чуть-чуть вот к вечеру стала более теплой. Ветра нету, солнце светит, конечно, он прогревается. Да, быстро прогревается, потому что... Смотрите, лебеди приплыли.
Народу сегодня. Весь пляж занят. Все вон валяются. На... И спрятался, главное. Все. Собачка. Вообще, блин, перегрелся. Угу. Угу. У тебя там это пиво на солнце уже сейчас закипит. Что, не было Дрехера? Грёссер теперь? Дрехер был малиновый, вишневый. Вишнёвый? 4:0. 4:0. Ну, вот у них есть вишневые, кстати, на разлив у них даже есть, ну, алкогольная только. Угу. Это безалкогольного. Слушай, ни одной тучки на небе. Вон там какие-то перья есть. Ага, дождь будет сейчас сильный. Прямо сейчас как будет. Как будет. Да, смотри как. Мне здесь нравятся лампочки вдоль дороги, которые стоят. Они на солнечных батарейках. У каждой лампочки, ну, фонари, вот эти столбы. Вот эти. Угу. Над каждой лампочкой своя солнечная панелька. Современный пляж. Водичка где-то... Сколько градусов водичка? Как ты думаешь? Ты вот плавал уже? Я что, термометр? Я просто плавал. Я просто плавал. Ну, наверное, как в финском бассейне, да? Но может быть теплее. 22 точно есть. Ну, около 20, да. Думаю, что больше, наверное, даже. Но не сильно теплые. Были дождики. И поэтому водичка перемешалась. Дождь и ветер. Ветер был, да, он перемешал глубинную водичку с поверхностной, поэтому сегодня такая прохладненькая, но приятная. Выходить легко, потому что нет ветра и жара. Поэтому выходишь и не холодно. И хорошо становится. Я снимаю, как народ валяется. Демократию снимаю. Ну, правда же намного приятнее вот так вот валяться где хочешь, чем в Италии. Как это, по линеечке все лежат. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Демократия полнейшая. Где хочу, там и валяюсь. Да? Ой, как классно. Можно лежаки брать. Я даже не знаю. Они тоже, что ли, 4 евро стоят. Сколько эти лежаки? Я не помню. На входе где-то было. Сколько? Ну, соврать. 6 или 7 тысяч форинтов. Ну ладно, лежак? Да. О. То есть вход стоит 1600, а лежак? А я не помню, может меньше, я может неправильно, или 1600, что-то такая цена была. Вон они, кстати, 1600 лежат. это вход. Вон лежаки, может. Трамполин, 10 минут, 1000 форинтов. 10 минут, 10 раз по 10 минут, 8000 форинтов. Скидка, 2000 форинтов. Это ж 10 раз по 10 минут прыгать. Это же можно выпрыгать все мозги. Господи, кто-то об стену шарахнулся. Где? Вот лежаки. А, тут вон есть надувалки, смотри. Бросаешь туда, и оно тебе дует. И сколько оно стоит? 50 форинтов 10 секунд, 100 форинтов 20 секунд. Прикольно. Вот так. И нифига тебе не надул, да? Да. М. Не то, что 10 секунд поставил, там 10 секунд, он такой... Дыхнул. Просто дыхнул. Да, вон классные детские эти брызгалки с туманом. Ага.
Да не становишься. только детские, взрослые проник. Ну да, там охлаждаешься. Слушай, в Киске в городе они были такие. М. Помнишь в прошлом году? Да, а в центре там есть такие. Да. Я не знаю, в этом году, может, убрали. Слушай, сколько сейчас времени, а народу столько 6. все еще. 6 часов вечера, а народ тут еще вообще не собирается уходить. Этот пляж называется Лидо или Лидо-Штранд. Он находится в поселке Воньярцвашхеть на северном берегу Балатона. Что интересно, этот пляж не раз отмечался наградами. Здесь регулярно поднимается голубой флаг. Это международный знак качества воды, безопасности и сервиса. В 2022 году Лида получил звание «Лучший пляж Балатона». Ну, раньше он брал еще и другие призы, например, как самый цветущий, в плане того, что много цветов на нем, и самый гостеприимный пляж на озере. Вы знаете, я сейчас сделаю прям такой обзор пляжа, и обратите внимание, сколько здесь всего для детей. Венгры вообще очень любят детей, поэтому у них все приспособлено для семейного отдыха. Вот это одна сторона пляжа, где стоят кафешки, ресторанчики, где можно покушать, а напротив прямо целая вот куча всяких лазалок. То есть недалеко, удобно, можно прямо вот сидя кушать и смотреть, как ребенок там лазит по всем этим лазалкам. То есть все прямо в пешей доступности. Ну и тут есть развлечения для чуть постарше. Можно поиграть прямо на улице в шахматы. Правда, прикольно, да? Такие большие фигурки. Вот. Потом еще, кроме классиков, вот какие-то другие игры тут нарисованы. Я даже их всех не знаю. Ну, в общем, развлечений очень много. Мне это нравится. Такая очень живая атмосфера. Вот какая-то странная статуя, какой-то странный фонтанчик, но он почему-то не включен. Раньше из него водичка текла, а сейчас он почему-то не работает. Ну, туалеты, все очень чистенько, аккуратно выглядит. Вот. Сейчас вот специально пройдусь. Это уже вторая часть пляжа, где прямо вот вообще еще больше для детей всего. Да, то есть вот такие вот есть кольца какие-то, вода это, как она, распыляется вот так, да, тут можно охладиться. Всем им тут весело, интересно. У нас вот стоят столы для уличного настольного тенниса, там мячик девчонки гоняют. Ну и вот эта часть пляжа, она такая, что здесь в основном семьями отдыхают. Вот в этой части очень много детей, потому что там вот чуть левее песочный пляж, и там вот прям для детей всякие штучки. Я специально сюда зашла показать, потому что я отдыхаю, где чуть поменьше детей, а забрела сюда для того, чтобы поснимать для вас. Как вообще здесь обстоит. Вот тут вот с правой стороны, да, там видно, там есть площадки разные спортивные. Слева вот песочницы, качельки, лавочки, вот какие-то вот такие вот всякие штучки, на которых можно развлекаться детям. Здесь везде стоят эти деревья, и достаточно места для тенька. То есть не нужно жариться целый день под солнцем. Вот мне то, что нравится, что здесь есть деревья. Они делают прям натуральный тенек такой. И мне нравится то, что на траве, смотрите, приделали свои палатки. Ребенок устал, его раз в палатку, он там спит. Вот так вот, если пройтись по этому пляжу, где с детьми отдыхают, там чуть ли не в каждой второй палатке какой-нибудь младенец спит. Это вообще так удобно. А вот это вот, видите, это курилка. Это места, отведенные для курения. Такой треугольничек. У него такой навес небольшой есть. И только здесь можно курить, что очень классно. Ну вот здесь так, это уже окончание пляжа. И здесь вот там вот правее виднеется, там аренда катамаранов, супиков, там и
школа, как на супиках плавать, и что там еще есть, яхт-клуб, то есть они учат и серфингу. Ну, то есть там много всего. Вот это вот там уголочке. Мы там тоже арендовывали супик. А вот сюда я пришла вам показать, где находится песочная часть пляжа. То есть не весь пляж песочный, а вот эта часть. Поэтому здесь тусят семьи с детками. Очень удобно. Идет травка, а потом идет вот такой нежный песочек. Стоят классные вот такие грибочки с лавочками, да, то есть можно на них сидеть. Очень классные такие лакированные деревянные лавочки. И вот смотрите, они прям с тележками сюда приезжают, у них разбросаны вот тапочки, все их шматье. Постоянно что-то из песочка дети там лепят. Вот сидит мужчина, один остался. Дети ушли, он продолжает замок лепить. Вот. Кто-то спит, кто-то отдыхает. Здесь такое вот прямо семейное царство. Вон сколько замков понастроили. Вообще целые раскопки. Здесь классно с детьми. Вот посмотрите, как деревья подстрижены, да, что ветки не мешают ходить. Настолько ухожено все, вот до мелочей все. Мне нравятся вот эти кораблики в воде. Там вот дальше по мостику, туда дальше там развлечения для деток постарше, какие-то такие водные штуки. Тут есть души, вот они прям стоят, можно ополоснуться, очень удобно, все прямо рядышком. И обратите внимание, что достаточно длинный этот песочный пляж, то есть это не маленький какой-то уголочек, да, такой, а тут места, ну, очень много. Вот какой-то деревянный рак там лежал. Вот, то есть тут, ну, как бы всегда найдется место, даже вот пляж, когда занят по максимуму просто, да, людей очень много. Все равно найдется где-то уголочек, куда можно сесть, и тень всегда можно найти себе, и на солнце место найти можно себе, то есть как бы всегда найдется уголочек, куда пристроиться. Вот мне нравится, как четко ограничено, где заканчивается песок и начинается уже травка. И спасательная лодка тут стоит, все есть как бы. По-моему, спасатели и вообще обслуживание пляжа до 7 вечера, но после 7 вечера никто не выгоняет отсюда, просто касса закрывается, двери остаются открыты, можно заходить на территорию пляжа и можно вечером тут гулять и купаться, то есть никто ничего не запрещает. Ну вот заканчивается здесь пляж песочный, и дальше начинается пляж уже, у него такой как бы каменный берег, и вот такие спуски, железная лестница идет вниз. А дно там, когда спускаешься с лестницы, оно песочное. То есть эти камни, они туда не продолжаются в воде. Там песок под ногами. Песок, но иногда он бывает немножко с илом. То есть такое может быть даже илистое немножко дно. От этого вода, она имеет такой мутный оттенок, да, то есть полотон, он никогда не бывает прозрачным, он всегда вот такой заилистый. Но надо сказать, что в него впадают термальные воды, и вот этот ил, это все очень полезно для кожи. Когда у меня доченька была маленькая еще, я сюда ее привозила, она была вся в аллергии у меня покрытая. Я ее сюда привезла 2 раза, она у меня искупалась, у нее кожа очистилась вся абсолютно. 2 раза искупалась в Балатоне, у нее прямо чистейшая кожа стала. Сами мы часто купаемся здесь в термальных еще водах, тут есть термальное озеро отдельное, но детям в нем купаться нельзя, в термальных водах детям опасно купаться. А вот в Балатон впадает немножко термальной воды, но оно уже как бы выветривается, и поэтому не имеет такой опасности для детей. О, кюрту-калач. Кюрту-калач это вообще сладость такая классная. Это вот такой запеченный такой рогалик, или как его назвать. Здесь продается мороженое. В общем, где дети, там и сладости. Вот. А вот эта часть пляжика мне нравится. Здесь останавливаться. Тут вот мои любимые лавочки. На них можно сидеть, смотреть просто тупо в Балатон.
Можно вечером приходить, здесь отдыхающие сидят на берегу. Вот видите, какая водичка? Она непрозрачная. Балатон никогда не бывает прям абсолютно прозрачным. Но вода очень полезная для кожи. Прям гладенькая становится, молоденькая становится такая. Я очень люблю Балатон. Есть тут еще такой моментик. В Балатоне водятся змеючечки. Вот я специально подошла к краю, чтобы показать вам. О, змейка из воды торчит. Смотрите. Вот тут много таких змеек. Люди плавают там. А тут змейка. Их на самом деле очень много в воде. Ну, людей они особо не трогают. Ну, для слабонервных, наверное, здесь сложно купаться. Ну-ка, смогу я к ней подойти поближе? Обычно они сразу уплывают. Опа, и сразу исчезла. Ну, не стоит бояться этих змеек. Это всякие разновидности водных ужей. И они могут быть не такими вот, как мы привыкли, черные с желтыми, да, ушками. Они могут быть такие коричневато-зеленые какие-то. Но они, короче, все не ядовитые. Вдоль берега их можно частенько увидеть. Они высовывают голову, потом прячутся, стоит к ним только подойти. Они, как правило, сами избегают людей. Там вот среди камней тусят где-то. Вот. Иногда вечером можно увидеть такие более крупные особи плавают. Около камышей их может быть много, где пляж заканчивается. Вот. Но они ничем не опасны. Кстати, хотела сказать, что на этом пляже очень много немецкой речи. Здесь очень много любят отдыхать немцев. Им сюда ехать близко. По стоимости им это недорого, дешевле, чем другие страны. Поэтому здесь много и пенсионеров, и студентов немецких. Вот, кстати, прикольная кафешка, где можно покушать. Верхний этаж, туда тоже можно идти садиться, оттуда классно Балатон видно. А народ почему-то туда не идет, потому что лень просто туда подниматься. И вот такая терраска есть. Она, как правило, всегда заполнена людьми. Люди любят сидеть на воде, кушать. А здесь всегда тусят уточки. Такое место у них хлебное. Кто-нибудь нет-нет, да подкинет что-нибудь им вкусненького. Такие пальмочки стоят. Пальмы здесь не стоят зимой, их укутывают, убирают. То есть зиму они так вот прям не выдерживают на улице. Это не такой уж юг, чтобы здесь вот так прямо свободно круглый год стояла пальма. Их на зиму все-таки немножечко защищают от прохладной погоды. Вот я пришла в самый конец пляжа, где стоят вот эти спортивные снаряды. Как видите, здесь огромная очередь из спортсменов. Прям вот невозможно дождаться своей очереди, чтобы позаниматься. Ну, может быть, сейчас просто еще жарковато, хотя на самом деле я сейчас снимаю уже почти 6 часов вечера. Вот, может быть, попозже, знаете, когда уже там, после 7, после 8, когда солнышко уходит, побольше людей приходит позаниматься, и утром, может быть. Днем оно все свободно. Ну вот я пришла на мостик, где катаются на водных лыжах и водных досках. Здесь вообще очень часто можно услышать немецкую речь, потому что они любители вот этого вида спорта. И здесь очень хорошо все это отлажено. Ну, во-первых, потому что Балатон очень спокойный. Это озеро, это не море, где есть волны, поэтому здесь классно тренироваться. Этот вид спорта прям вот здесь прекрасно. Здесь очень много детей занимаются этим. Им вон там помогают встать на лыжи или на доску. Вот. И здесь, получается, у них очень такой большой круг, не маленький. И несколько
человек одновременно могут быть на воде. Да, то есть не по одному и ждешь, когда он вернется, а здесь вот постоянно идет как такая карусель. Все очень отлажено. Если кто-то падает, есть человек, который за этим следит, он дает гудок такой, и выплывает красненькая лодочка подбирать, потому что оттуда самостоятельно далеко грести. Если ты падаешь с лыж или с доски прямо недалеко от старта, то подгребаешь уже к мостику сам. Вот, вылазишь оттуда самостоятельно. Ну, то есть вот так вот отлажено все это. Опа, на пузе полетела. Ну, вот первые разы не всегда получаются. Надо сказать, что я пробовала этот вид спорта, пробовала в Хельсинки на таком, ну, место такое, оно очень маленькое, скажем. Там так, то есть я не успевала понять сути, как себя нужно там ставить, как вести. И мне не хватало это длины. То есть, если б, может быть, там чуть помедленнее оно было и чуть подольше, я бы научилась. Там как-то резко оно так дергает, резко несет. В общем, у меня в Хельсинки ничего не получилось. Но здесь я ни разу не пробовала. Что-то как-то, не знаю, может быть, то, что у меня первый опыт был настолько неудачный, что больше и не захотелось пробовать. Но, может быть, я просто поняла, что это вообще не совсем мое. В Хельсинки там еще нужно было одевать специальный костюм, чтобы не замерзнуть такой, да, неопреновый, или как они там называются. Здесь вот можно просто в купальнике, только нужно обязательно одевать защиту и жилет. Это обязательно защита головы и жилет. Вот они все в них ходят. Дети и взрослые. Здесь прикольно то, что вот большая территория, и иногда прикольно сюда прийти, подзависнуть, просто посмотреть, как мастерски некоторые такие трюки выделывают. Причем иногда мальчишки, молодые совсем дети, они такие трюки иногда тут выписывают. Прямо вот интересно прийти, просто поглазеть. Вот, и очень много начинающих, которые видно еще так еле-еле держатся, едва. О, вот классно летает тут. Решил всех водичкой полить. Есть такие шутники, проплывают и всех смотрящих, значит, водичкой обливают. Я люблю сюда приходить просто поглазеть, кто как тут катается, ну, просто как зритель. Вот у них тут жилетки висят, весь сервис у них тут. Тут есть и для малых вон маленький бассейн, мамашки сидят в тенечке, видимо, старшие катаются дети, а младшие вон сидят в лягушатнике, в тенечке отдыхают. Очень большой такая у них, как это, причал такой деревянный большой, что для всех есть место. Вот. И на Балатоне, да, когда погода хорошая, здесь чаще всего хорошая погода. Ни волн, ничего. То есть вообще это классное место для таких тренировок. Ох, как, опа, и в воду ушел. Классно. Так что если вы любите такой спорт, это вот классное место. Очень много сюда приезжает молодежи из Германии, как я уже сказала, вот ради таких развлечений, потому что здесь дешевле. Здесь дешевле, чем в других европейских странах. И погода соответствующая, подходящая, да. Поэтому им здесь и близко ехать до Венгрии из Германии, и по стоимости им все-таки тут немножечко побюджетнее. Студенты, они и в Африке, как говорится, студенты, лишних денег у них нет, а порезвиться ж всем хочется. Вот поэтому здесь очень часто можно услышать немецкую речь. Они сюда приезжают прямо иногда целыми толпами, видишь, что приехали конкретно прям на отдых. Целенаправленно.
Иди вперед. Ну, я тоже хочу идти разглядывать вокруг. Идем, выберем еду. Кубень. Современные лавочки, на которых можно заряжаться. Тут есть USB-шечки. Можно подсоединиться. Да, и садишься и жопой заряжаешься. Но если ты садишься, ты, получается, закрываешь часть солнца. Нелогично. Здесь можно сбоку положить, а можно подсоединиться. Еще здесь Wi-Fi. Ну, это пляжный Wi-Fi, по идее. Это бесплатно. Вот такая вот лавочка. Ну, эти лавочки начали появляться все больше и больше. Тут вон можно купить все виды кругов в виде ананасов, арбузов, единорогов. О, динозавр прекрасен. И в сад, на террасах надо На поставить. него акция. Ты в сад хочешь поставить? Так Да. у нас точно такой же живой. Под именем Луна. Тут вон какие плюхи здоровые. Ой, красота. Прям красота. Вот этот кружочек ходишь, ты говоришь, такой фламинго. Ножки вокруг шеи свешиваешь. И издали будет выглядеть, как будто бы кто-то плавает с фламинго. С фламинго. В зубах с фламинго, да? Да. Так, а мы есть хотим. И тут, между прочим, хеком пахнет. Бургер, хот-дог, халасли. Тут рыбкой пахнет. Где-то хека едят. А перкеля есть? Не перкель, а перкельт. Ругается, ходит. Тут вон все жрут что-то. Тут тоже неплохая. Можно тут пожрать, а можно туда сходить на террасу. Тут будем кушать. Туда далеко, но там красиво кушать, а тут лучше. Тут вон видно, что есть. Тут выбор, кстати, лучше еды, чем там. Там вид красивый, а тут еда вкуснее. Ой, и кукуруза моя любимая есть. Я хочу вот этой картошки отбивную и кукурузу, и вот этих овощей. Я уже решила, что я есть. Тут надо... Иди скажи им, да. А ты что будешь? То же самое. То же самое? У них еще много чего. Это прям... Что такое? Вот это мне вкуснее нравится, чем качество. Ну, это свининка такая, она пожирнее чуть-чуть. Это прям отбивнушки, а это кусочки, и там оно с сальцем, все оно зажаренное. Колбаски тоже вкусные вот эти, между прочим. Да, ну это тоже вкусно. Есть просто курица. Это тоже вкусно. Да. А вот бурная мятика, вот они все перечислены. Но не очень дорогое. А? Хек есть. О, хека, видишь, как жарит? Нет, не очень дорогой. Хек, вон, видишь, есть. Он вытащил. Я говорю, рыбкой пахнет. Я не ошиблась. Возьмем. Хек вообще прекрасно. Его во фритюре тут делают отлично просто. А мясо мы у дома успеем поесть, правильно? Смотри, как нам хека делают. Он его обвалял. Я там в шее слышал что-то. Смотри, тут такие гриль, колбаска. Вот тут они все подписаны. Наша там еще жарит. Наша рыба. Ага. Хек.
Наши готовы. Вы даете обглодать морду? Нет. Не жадные в домах. Я не знаю, где дверь. На твои кибицы. О, какие классные. Miguel, Угу. Alex. Алес. Угу. Ну, как, ты уже опробовал ее? Вкусно? Да. Она такая здоровая, кажется. Мне нравится то, что она зажаренная. Сверху можно вот это не есть, а изнутри беленькое мяско выедаешь. Можно без зажарки есть. Оно вкусненькое. Да? Горячее только очень, да? Угу. Ну, вот тут огурчики соленые, чуть-чуть овощей и картошечка. Ой, одинокий мужчина. Вам очень одиноко? У меня есть девушка. Не мешайте, женщина. Женщина, уйдите отсюда. Можно с вами познакомиться? О, привет. Привет. Как у вас дела? Хорошо. Хорошо. Хорош. Хорош. Очень хорош. Очень хорош. Ты еще не сгорел? Ну, видишь, я повернулся другой бачок жарить. Один уже сгорел, значит второй надо поджарить. До хрустящей корочки. Да. Будешь хрустеть вечером? Хрустеть не буду. Нет. Я сама хрустеть буду. Не трогай это. Купаться пойдешь? Ну, иди купайся. Я вот все в раздумьях. Чего я хочу больше? Джелато или поплавать? Джелато. Джелато. Идем. Наша любимая гелато. Джелато. Любимую кафешечку за мороженькой. Хунгарианин. Ну давай уже поворачивай, хунгарианин, мы тебя пропускаем. Это голландец. Ну, голландцам тоже можно пропустить. Тут есть кафешечка на углу улицы, наша любимая, в которой мы любим мороженое покупать. Тут удобно, потому что есть куда присесть всегда. Две большие витрины. Три витрины мороженого. Ну, это можно. Детям стакан вискарь принесли. Текилу с лимоном. Текилу с лимоном. То есть можно заказывать всякие такие красивые мороженые. Якшаров. То есть всякие такие, не просто в этой вафельке, а можно всякие такие красивые, красиво поданные. Ну, как я дома делаю. Ну, может, не такую пальму, у меня нет такой пальмы. Ну, вот такие я делаю. Ну, такие могу сделать. Это вообще, да, конфетки из Теска. Да. С клубничкой. Это какой-то прям галушка. С какими-то галушками. Детские всякие. Да, ну ему там вот тарелка с галушками. Всякие разные. Маленькие тягуны пошли. Здесь хорошо, можно сидеть в кафе
Не как в Италии. В Италии нужно платить за то, что ты садишься. А здесь можно купить кофе, и, в принципе, хоть идешь, хоть садишься, никто за это дополнительную плату не берет. Кстати, кофе хочу. Давай возьмем кофе. Ты хочешь? Мне прямо хочется кофе латте. Кофе латте. Да, если в Италии попросить просто латте, принесут молочко теплое, взбитое. Кофе там не будет. Что хотела сказать. Здесь в кафешке можно садиться, и за это дополнительную плату не берут. Вот, то есть можно мороженое купить и пойти по улице его кушать, а можно сесть, посидеть и спокойно поесть. В отличие от Италии, в которой, если ты садишься, тебе дополнительную плату включают. Мы кушали в Венеции. Сколько мы? 4 евро, да, заплатили за то, что у нас накрытый стол? 4, да? 2 евро с человека. 2 евро с человека за то, что... Не за стол ты платишь, за то, что сел. Как человека берут 2 евро. С человека, да. За одну стол Если... 4 евро. Да, хотя стол один и тот же, а с человека берут. То есть 2 евро с человека, мы заплатили 4 евро только за то, что мы за столом кушали. А могли бы в руках вот так взять эти морские гады эти и пойти на улице их кушать, да? Ой, кошмар какой. Короче, вот мне однозначно больше нравится в Венгрии отдыхать, чем в Италии. Есть чем сравнить, да? После отдыха в Италии здесь начинаешь многое ценить в Венгрии. Более демократично все. Ты не найдешь меню с кафе с кофе, да? Он, наверное, подойдет. Подойдет? Они не трогают вот тех, кто сидит, мороженое есть. Да, ну, может быть, и подойдет. Смотри,